Украина взяла курс на евроинтеграцию. Это значит, что государство приводит в соответствие с европейскими требованиями и нормами законодательства и большинство сфер внутренней жизни. Один из первых шагов на этом пути – реформа децентрализации. Она стартовала в 2014 году. Главная ее цель – передача власти, полномочий и финансов на места. В течение 4 лет реформу внедряют, принимая законы и другие документы. Но необходимы также изменения в Конституцию Украины. 31 августа 2015 года Рада проголосовала в первом чтении за эти изменения, и тогда под зданием парламента начались столкновения между митингующими и силовиками. Один из протестующих бросил в правоохранителей боевую гранату, в результате чего более сотни человек получили ранения, 4 погибли. Протесты были связаны с тем, что новая редакция Конституции предусматривает возможность специфического порядка осуществления местного самоуправления в отдельных административно-территориальных единицах Донецкой и Луганской областей. Но митингующие под парламентом поняли это как предоставление особого статуса для отдельных районов Донбасса. Автор проекта изменений в Конституцию, президент Петр Порошенко, через несколько дней после потасовки под Радой сообщил, что допускает пересмотр своего проекта изменений в Конституцию в части децентрализации, если российская сторона не будет выполнять Минские соглашения. Сама же децентрализация предусмотрена несколькими пунктами Минских договоренностей. Проводя децентрализацию, Украина частично выполняет Минские соглашения, то есть обеспечивает передачу власти на места, и некоторые пункты Минска можно увязать с децентрализацией и с изменениями в Конституцию в соответствии с децентрализацией. Спустя 3 года изменения в Конституцию в части децентрализации так и не вступили в силу, так как парламент принял их лишь в первом чтении. Но что изменилось в украинском обществе? По данным исследования Кальмівської группы, децентрализацию поддерживают как на Донбассе, так и по всей Украине. В поддержку реформы высказались 50% украинцев. Отдельно среди жителей Донбасса процент выше – 57%. Не поддерживают децентрализацию 30% жителей Украины и 25% населения Донбасса. При этом люди считают, что децентрализация в Донецкой области менее успешна, чем в других регионах. Эксперты считают иначе. Финансовая децентрализация состоялась как по всей территории Украины, так и в подконтрольных районах Донецкой области. На сегодня в регионе создано 10 территориальных громад. Здесь уже прошли выборы, сформировались органы местного самоуправления. Также объединенным территориальным громадам выделяется дополнительная субвенция на развитие инфраструктуры. По мнению экспертов, не только украинское правительство, но и западные партнеры считают децентрализацию одной из самых успешных реформ, и именно она поможет дальнейшей реінтеграції Донбасса. Звичайно, успіх і те, що наша країна буде розвиватися, це, на мою думку, буде створювати умови, що люди з тих територій, з територій, які зараз не підконтрольні уряду, вони захочуть повертатися, вони будуть включатися в наше життя. І таким чином ми будемо повертати людей. А, звичайно, ми боремось перш за все за людей, за них. Ми боремося за них. Тому успіх децентрализации будет успехом реинтеграции. Второй шаг к успешной евроинтеграции – это улучшение экономических отношений со странами Евросоюза. В конце июня Министерство экономического развития и торговли сообщило, что Евросоюз является основным торговым партнером Украины в экспорте товаров. За первые 4 месяца 2018 года его доля составила 43%. В прошлом году свою продукцию страны Евросоюза продавало более 14 тысяч украинских компаний. Больше всего Украина экспортирует в страны Евросоюза черных металлов, зерновых культур, электромашин и оборудования, жиров и масла. Несмотря на то, что самый большой процент экспорта из Донецкой области в Европу – это металлургическая продукция, также из Донбасса успешно экспортируется соль, мед, керамика и зерно. По данным исследования Кальмівської группы, большинство украинцев, 88% населения, согласны с тем, что необходимо устанавливать европейские стандарты и повышать уровень жизни, строить Европу в Украине. Более половины жителей страны считают, что Украина должна вступить в Европейский Союз. Против этого 32% населения. На Донбассе вступление Украины в Евросоюз не поддерживают 48% населения. О том, как вооруженный конфликт влияет на процесс евроинтеграции, мнения расходятся. Аналитик Кальмівської группы Виталий Сизов считает, что децентрализация создает условия для мирной реинтеграции неподконтрольных районов Донбасса, без которой невозможно дальнейшее сближение с Европейским Союзом. Тяжело принять в состав Европейского Союза государство, которое имеет вооруженный конфликт и претензии территориальные со стороны другого государства. Поэтому урегулирование конфликта на Донбассе и возвращение туда украинской власти – это будет еще один дополнительный шаг к евроинтеграции
всей Украины. Однако заместитель директора Центра «Новая Европа» Катерина Заремба приводит примеры, когда конфликт не помешал вступлению отдельных стран в Евросоюз. Ми маємо прецедент Кіпру, який досі має на своїй території невизнану територію не визнану ніким, окрім Туреччини, тим не менш Кіпр є членом Європейського Союзу, зміг пройти цей процес інтеграції. Тому нам потрібно дослідити цей досвід не для того, щоб, звичайно, його повторити. Я би хотіла, щоб Україна стала членом Європейського Союзу тоді, коли відновиться її територіальна цілісність, а просто того, щоб розуміти юридично, як ці процеси взаємопов'язані. Она считает, что вступлению Украины в Евросоюз препятствует не столько военный конфликт, сколько проблема коррупции. По словам евроинтеграции, украинцы подразумевают улучшение инфраструктуры, качества медицины, образования и транспорта. И нельзя отрицать тот факт, что пример успешного развития регионов будет способствовать скорейшей реинтеграции Донбасса. Улучшение качества жизни, улучшение сервисов различных административных, которые подразумевают евроинтеграцию, это тоже шаг к реинтеграции неподконтрольных территорий, потому что люди будут видеть улучшение качества этих сервисов и будут стремиться быть вместе в составе единого государства, чтобы получать те же самые услуги на том же высоком качестве и иметь доступ к более качественным сервисам. Хотілося б, щоб європейська інтеграція зіграла в східному регіоні таким чином, щоб території, прилеглі до окупованих, розвинулися настільки, щоб це дійсно було таким острівком успіху того, яким може бути український розвиток.